Всем привет! Меня зовут Кристина, вы на канале о вязании. Сегодня у меня пятница, 30 июля. И я решила не дожидаться нового месяца, начать уже снимать вязовлог. Тем более, как бы, есть что показать, рассказать. Ну, не совсем, конечно, много есть показать, но просто хочу рассказать. Сегодня поступил мне заказ. Снова, как бы, на большое количество игрушек, но они, в принципе, маленькие, простенькие брелочки. Вот, мне нужно будет связать 10 пончиков, 5 черепашек. На черепашек у меня еще нет схем. Пончики по моей схеме. И я еще девушке предложила крабиков. Она заберет еще 2 крабика, которые я показывала в предыдущем видео. Вот, я показывала вот такие вот крабики. В общем, я их только показала, и уже у меня 2 забирают. Вот. Ну, там девушку интересуют небольшие брелочки. И, в принципе, ее привлекли. Ей понравились. Но так как она попросила черепашек, я подумала, что, наверное, морская тематика ей подойдет. Так что вот эти вот 2 крабика у меня уже поедут жить на море. Так, и что хотела сказать. Я же не думала, что мне нужно будет что-то еще вязать из плюша. Думала, что буду уже связывать вот этот вот плюш на котиков. Но не тут-то было. У меня оставался моточек вот этот. Это все, что от него осталось. В общем, у меня был моток вот такой вот коричневый. Я покупала его на пончики. В прошлом заказе у меня было 6 пончиков. И вот то, что был у меня остаточек, у меня получилось связать еще 4 заготовки на пончики. И небольшой остаток у меня остался. На вот такую заготовку уходит 9 грамм. Ну, 8-9, когда как. Вот. И по идее у меня должно было получиться 11. Ну, из одного моточка можно было связать бы 11 пончиков. Но получилось 10 и остаточек, потому что я вязала же котиков, ушки добавляла, там лапки. Вот. И получается, что мне нужно еще заказать теперь пряжу, так как ее нету. У меня, конечно, есть вот такой вот моточек. Но я уже говорила, что камера не передает правильно цвета. И вот этот он более такой розовый, с каким-то розовым отливом. Знаете, кто, ну, ездил в деревня, там, в станице, не знаю, в общем, как объяснить, у кого полы деревянные. Вот раньше, не знаю, там, лет 10-20 назад вот таким цветом красили пол. Ну, по крайней мере, я встречала. Вот. Но все-таки на камеру оно не передается. Так, говорят, если добавить зеленый цвет, то должен цвет правильно передаться. Но нет. Наверное, недостаточно зеленого. Но, в общем, не передается. В общем, коротко говоря, вот этот цвет мне не подходит. Именно для пончиков. Тем более их заказали 10 одинаковых. Ну и как-то не хочется, чтобы они были разные. И цвет не совсем мне подходит. Вот. Поэтому мне теперь нужно заказать снова пряжи. И не знаю. Надо будет смотреть, чтобы заказать все и сразу. Потому что мне еще на черепашек нужно. Нужно будет хорошенько посмотреть, что заказывать, чтобы не ездить потом 2 раза за пряжей. Хорошо, конечно, что здесь недалеко, но все равно не хочется мужа гонять 2 раза. Вот. И, наверное, взять еще хлопок какой-то, которого мне не хватает. Ну, в общем, посмотрю. И на черепашек надо некоторые цвета. Там 5 черепашек, но все равно. Не знаю, какие там сочетания. Вот. В общем, сейчас вот буду работать над этим делом. Как-то так. И в понедельник мне нужно ехать в станицу. Не знаю, ну, хотелось бы там хотя бы на 3-4 дня поехать. Поэтому, скорее всего, мне нужно это быстренько все связать и отправить.
чтобы, ну, в общем, в понедельник уже ехать с чистой душой, так сказать, что у меня посылка отправлена. Потому что если я буду со станицы отправлять, она еще со станицы там будет неделю выезжать. Вот. Вот такие вот дела. Увидимся в следующем подключении. Пока-пока. Снова всем привет. Подключилась пошуршать немножко вам в кадре. Вчера муж съездил, забрал ниточки. Быстренько я заказала, быстренько муж съездил. Тут ехать буквально полчаса. Полчаса туда и обратно. В общем, взяла коричневый цвет, не знаю, в общем, Ярнар Дольче. Это цвет 765. Если вдруг надумаете пончики вязать или там мишек каких-нибудь, вот красивый такой коричневый цвет. В общем, под цвет пончиков. Так, далее взяла сразу вот этих два, чтобы наверняка уже было. Вдруг еще будут заказы, чтобы я потом не искала. Так, этот у меня пошел комплектом просто, чтобы добавить в расцветочку. И буду, наверное, использовать на черепашек. Это 330-й Гималай Dolphin Baby. Этот тоже пошел посмотреть, какой он красивенький. Тоже такой медвежий. Это Ярнар Дольче 747. Тоже пойдет на черепашек. Можно посочетать, в общем-то. Красный взяла на всякий случай. Вдруг нужно будет еще на крабиков. 748. Но он немножко не такой. Скорее всего, вот это был. И на камеру ничего не показывает. В общем, мне кажется, что это 318 Dolphin Baby. Я там искала в палитре, но у девушки в наличии не было. Ну, в принципе, крабик он и крабик. Красный, да и красный. Беленький взяла. Добавить для котиков и. В общем, для котиков. Так, второй пакетик. Это у меня здесь серый цвет. 325. Тоже для черепашек. И еще взяла вот такой вот бледно-розовый. Это у нас 750-й Ярнар Дольче. В общем, тоже думаю, на черепашек, на котиков подойдет. Так хотела избавиться от плюша, и пришлось его все заново покупать. Еще взяла розовенький, был последний моточек. Такой красивый цвет розовый, вот прям для пончиков. Самое то для розовеньких. Это цвет 309 Гималай Dolphin Baby. Вот. Все, что заработаю, уже потратила. Да. И еще немного пошуршу. В общем, я же не могла брать только плюш. У меня еще закончился вот желтенький. Я взяла 2 моточка. Вот. 2 желтеньких. На пчелки, на тигриков. В общем, нужная вещь. Взяла оранжевый, потому что сейчас будет год тигра. Будут все покупать его. И, ну, в общем, в прошлый раз, когда хотела его заказать, то его не было в наличии. Вот. Сейчас он был в наличии, решила взять. Кстати, на камеру он так красиво передается. На самом деле он немножко такой неоновый. А вот как камера передает, мне больше нравится. Ну, ничего. Тигрятки у нас яркие. На морковке, на все, в общем, подойдет. Так. Взяла еще розовенький 20-й. И 42-й. Это тот цвет, из которого я вязала единорожку. И вот вторую там довязываю. Вот. В общем, такие красивые розовенькие. Для единорожек хочу использовать.
Я видела, одна из подписчиц вязала вот из 20-го цвета единорожку, и очень красиво получилось. Хотя вот моточки мне цвет, конечно, не очень нравится. Но на фотографии я увидела, что очень даже красиво получится. Так что вот хочу еще такую единорожку связать. Взяла еще 0,5, потому что закончился. Ну, там еще немножко есть, но, в общем, пусть будет еще один моточек. На овечку, на собачку. В общем, нужен. Сразу взяла на зиму оленей цвет. Это 0,2. Alize Cotton Gold. Вот. Такая мягенькая ниточка. Ну, я из подобной вязала. Не из подобной. В общем, тоже был 0,2 цвет. Я вязала больших оленей таких. Ну, в общем, если интересно, можете пройти в Инстаграм. Да или вы, наверное, тут видели. Я показала в видео. Вот. Взяла такой цвет. Очень мне нравится. Для оленей подойдет к Новому году. Взяла один моточек, так как ну, мне не так уж много сильно заказов бывает. А просто хочу вот на наличие связать. И долго хотела вот купить такой цвет. Это 33-й. Хотелось мне еще какое-то разнообразие розового. Для единорогов, для зайчиков. Вот. И это 33-й цвет. Сейчас много розового. Вот. В общем, когда вяжешь, хочется какой-то цвет добавить, но не тот, который уже вязала. Поэтому вот. Понемногу беру то Yarn Jeans, то Cotton Gold, но, в общем, в основном все равно полухлопок. В общем, вот такая у меня закупочка получилась. Нежданно-негаданно. Вот. И я посчитала, что примерно, получается, пряжу, которую я купила, выходит по сумме, которую я получу за то, что свяжу эти игрушки. Вот. Такая я бизнесменша. Ну, все равно я же эти все нитки не извяжу, у меня еще останется на кучу других игрушек. Так, и хочу показать, я же вчера еще вязала. Мне нужно было по размеру пончика связать еще черепашек. Вот. Я связала один пончик, чтобы знать, какой размер у меня вообще пончика получается, так как дома у меня в наличии нет ни одного. И связала вот такую черепашку. Это такой был пробный вариант. Заказчица мне показывала фотографии черепашек, где они, ну, прям вот такие вот маленькие. Но мне нужно было побольше связать. Я искала схемку в Ютубе, я лазила везде, но везде были черепашки либо из полухлопка связанные, ну, либо они совсем не такие, как мне нужно. В общем, пришлось придумать самой. У меня, получается, в этой черепашке я просочетала несколько мастер-классов. Ну, так сказать, опиралась на то, как вывязываются вот эти лапки, посмотрев на крабика, да, или там вот как Анна Скороходова вяжет китят, да, вот примерно по этой схеме я связала черепашку. Я вязала отдельно часть вот эту вот пузика с лапками, то есть у меня вот такая деталь, отдельно голова, и потом вот эту вот панцирь, да, я вяжу и вместе с телом связываю, голову ввязываю, вот, все закрываю, наполняю и пришиваю, как вот котиком мы хвостик пришиваем. Также здесь вот так подхватила хлопковой нитью голову, и получилась вот такая вот черепашка. Немножко я здесь ротик вышила, чтобы похоже было. Вот. Это у меня была такая первая. Ну, вроде бы посмотрела, как раз по размерчику подходит под пончика. Но я уже вязала, было поздно. И на всякий случай я связала еще одну, потому что, ну, у этой вот какие-то длинные ножки такие, плавники, да, лапки.
Вообще, я не знаю, морская это черепашка или которая с лапками. Есть же с плавниками, да, а есть с коготками такими. Ну, в общем, я посмотрела, мне показалось, что вот эти вот части какие-то длинные. И тогда я уже а, связала вот такую вот. Уменьшила ей тут голову практически на 2 ряда. Вот. Длину здесь убрала на 1 ряд и высоту, в общем, на 1 убрала. И в лапках 1 столбик убрала. По-моему, хвостики тоже 1. Вот. И получилась уже вот такая вот. Панцирь это все тот же размер, просто эта ниточка более плотная была, а это вот, ну, потоньше. Так, это Дольче. Да. Вот эта из Гималая, она получилась меньше, а вот это вот из Дольче я вязала. Вот. Есть немножко разница в панцире. Рядов здесь одинаковое количество, но вот даже по высоте видно. Ну, даже если не смотреть на голову, то, что я поменяла, вот панцирь все равно меньше. Вот. Немножко здесь, конечно, типа такой шовчик, но это никак я ничего не могу сделать, так как я же это все ввязываю. Если только все отдельно пришивать, но это уже будет совсем другая цена на игрушку. И я думаю, оно того не стоит. Все-таки это будет использоваться как брелочек. Вот. Получилось у меня нежданно-негаданно вот такая вот схемка. В общем, заказчице я показала черепашку, ее все устроило. Вот. Нужно будет связать еще 3 штучки. И пончики еще все остальные. Ну, а крабики у меня есть. Вот. Буду продолжать дальше вязать. И потом покажу, чем все закончилось. Все, пока на этом с вами прощаюсь. А теперь уже подключусь, когда будут готовы все игрушечки. Либо будет что показать. До следующего подключения.
Снова всем привет! Наконец-то я дома. Сегодня уже 7 августа, суббота. И я решила подключиться, дабы закончить вязалок, который я начала еще в июле. В общем, с момента последнего подключения, где я в немом видео показывала игрушечки, которые я связала для заказа, уже прошла практически неделя. Итак, я хочу показать и посмеяться вместе с вами, что я брала к маме. Ехала примерно на неделю, и вот 1 числа я уехала, и думаю, так, буду отдыхать примерно там неделю, нужно взять побольше всего, буду там вязать. Из самого главного я взяла, конечно же, штатив, вот такой вот. Думаю, что-то же буду вязать целую неделю, чтобы времени не терять, буду что-то снимать понемножку. Ну так вот. Как вы поняли по выходу видео, штатив мне не пригодился, ничего я не снимала. Так, ну, в общем, как лежит, так и буду показывать. Единственное, что было так, в принципе, нормально продвинуто, это я связала всю гриву единорожки. Вот такая вот она пышная получилась. Вот такой хвостик. На хвостик у меня здесь сколько? 7 локонов ушло. Вот. Ну, а здесь, конечно, я уже извязала весь моток. Я начала с гривы, вязала. Смотрю, там у меня уже немножко остается. Перемотала этот моточек с другой стороны. С другой стороны начала вязать хвостик. Провязала. И, в общем, чтобы не отрезать эту ниточку, потом продолжила вязать гривой то, что осталось. Все до последнего локона. Даже вот у меня остался такой кусочек, я его отрезала. Думала, что мне хватит связать тут еще одну висюльку. Вот. Набрала воздушные петли, все, 50. Но локонов у меня, ну, вернуться хватило только где-то на 40. Даже, наверное, чуть меньше. Ну и, в общем, я его обрезала. И получилось вот так. Ну, в принципе, здесь тоже у меня отступ такой от уха небольшой. Ну и здесь практически получилось так, как задумано. Вот. В общем, очень-очень пышно получилось. Так, сейчас даже посчитаю, сколько. Грива у меня получилась из 26 локонов. Вот. Ну, не знаю, как показать. В принципе, можно было здесь, конечно, и меньше делать. Но не хотела оставлять там совсем небольшой моточек. Думаю, куда я его потом дену. Вот. Решила под ноль все связать. В основном вязала в дороге и совсем немножко там вечерами. Мордочка у меня есть. Нужно пришить, и осталось только рог вывязать. И будет единорожка у меня готова. Ну, а это так. Уже никуда не пригодится. Так, далее я брала молочный цвет и розовый. Думала, что довяжу же эту единорожку и сразу начну новенькую. У одной из подписчиц я видела единорожку, очень красивую. Я уточнила, какой цвет пряжи. Она сказала, что это 20-й. И, ну, так мне понравилась эта единорожка в таком цвете. Вроде бы мне моточек сам не нравится, но единорожка мне понравилась. И я думаю, так, вот возьму эти моточки, начну следующее вязать. У мамы свяжу тело, а в дороге буду продолжать вязать гриву. Ну, как обычно я это делаю. И сразу взяла моточек на гриву. То есть вот такую хотела единорожку с вот такой гривой. И ничего я не начала. В общем, просто покатались у меня моточки туда-сюда. Так, но перед этим я думаю, вдруг же целую неделю там буду. В прошлый раз я за неделю связала довольно-таки много игрушек там. Ну вот когда на заказ вязала. И я подумала, что неделя это много. Что там эту единорожку вязать, да? Надо же еще пряжу какую-то взять. И взяла вот такие вот остаточки у меня с моточков.
И думаю, вот этот белый как раз. И буду вязать тигриков. Ну, в общем, чтобы вы понимали, из тигриков у меня связаны только 2 лапки. Вот. Я еще брала запас глазок, иголку, ниточку, ну и палочку холофайбер набивать. И брала мешочек холофайбера. Вот. Ну, это он у меня уже лопнул. А так он очень компактный был. Сейчас покажу. В общем, когда пакетик целый, то холофайбер очень мало занимает места вот так вот. Ну, а потом он просто расправляется. Вот. И становится его много. Да. В общем, раньше это все здесь помещалось, но уже не помещается. Вот так вот я вяжу. Набрала всего. Думала, миллион всего свяжу, но ничего не связала. Так, в общем, буду это убирать. И на следующую поездку будет. Хотя, скорее всего, я начну раньше вязать и единорожку, и тигриков. Хочу хотя бы стараться вязать по 2 тигрика в месяц. Ну, а там уже как получится. Так, ну сегодня особо мне нечего показать. Просто хотела посмеяться, как я собираюсь к маме, сколько беру ниточек. И, в общем, вот бывает не возьму ниточки, и есть много времени вязать. Но в этот раз вроде бы столько долго там была и ничего не связала. Просто как-то не получалось. Как говорится, не рабочая обстановка, нет рабочего места, как бы, ну, в общем, такое. Так, и хочу показать, я же собрала все-таки собачку. Вот такая миленькая она получилась. С таким хвостиком. Вот. В общем, до отъезда я не смогла ее собрать и отснять мастер-класс. Ну, как бы там рассказать, где что пришиваю. Поэтому буду сейчас снимать мастер-класс по этой собачке, чтобы в ближайшее время он вышел и вы смогли связать. В принципе, кто давно вяжет и все умеет, он без проблем свяжет. Ну а для остальных я оставлю схемку. Вот. Ушки решила все-таки не пришивать. Не знаю, в общем. Они так-то не особо взлетают. Просто я думаю, если бы была это какая-то игрушка интерьерная, я, конечно, бы пришила. Ну, а так пусть будет. Пусть будет так. Вот. В общем, слишком много внимания этим ушам. Вот. Вот такая вот красота. Так что, кто ждет, ждите. После выхода этого ролика, я думаю, что сниму, смонтирую, и потом выйдет собачка. Так. Ну что, на сегодня все. Увидимся в следующем подключении. Привет, привет! Сегодня у меня уже 10 августа, вторник. И я села монтировать видео, и в самый последний момент поняла, что у меня видео не закончено. Я в видео не попрощалась. Ну и решила, ничего страшного, сниму еще кусочек, чтобы и закончить этот вязовлог. И как раз покажу, чем я занималась последние пару деньков. Думаю, ничего страшного, что немножко видео будет подзатянутое. Но зато вам будет что посмотреть и не искать следующее видео для просмотра. Итак, в общем, с момента последнего подключения у меня связалась вот такая вот заготовочка. Как видите, она без глазок. Изначально я начала вязать дракончика.
Одна из подписчиц мне предложила связать дракончика по этой же схеме, приделать хвостик, зубья. Ну, в общем, не знаю, как эти штуки называются. Знаю, но забыла. Или не знаю. Ну, не зубчики, не косточки. Господи. Короче, забыла, не знаю. Вот. И я начала вязать такую заготовочку. Довязала уже до момента, когда нужно вставлять глазки. И посмотрела вот так вот на заготовочку и думаю, ну, какой же это дракончик? Это просто лягушка. Просто зеленая лягушка, и не нужно тут никакого дракончика выдумывать. Поэтому не стала вставлять сюда глазки. Полностью закрыла. Решила, что это будет у меня не дракончик, а лягушка. А дракончика уже свяжу из какого-нибудь другого цвета. И, наверное, вот какие-то запчасти свяжу другого. Кончики лапок там свяжу другого. Ну, в общем, решила, что это не дракончик. Связала уже вот такой вот маленький животик. Чтобы добавить какой-нибудь хотя бы цвет сюда. Вот. Вот так вот. И начала думать насчет глазок. Не хотела их делать круглыми, чтобы, ну, меньше мороки было с пришиванием. Решила сделать вот такие вот. Смотрела и думаю, голова какая-то, ну, уже большая. Думаю, глазки это какие-то маловатые будут. Это у меня здесь на 18 петелек. Ну, в общем, смотрела, вроде бы неплохо, но как-то не то. И в итоге я связала вот такие глазики, два побольше. Так. Я, конечно, сейчас примерно наживлю. Потом, конечно, вымерить все надо будет. Где, в каком рядочке. В общем, примерно как-то так будет. Здесь вот животик. И мне остается здесь только вышить улыбочку. И будет вот такая вот замечательная лягушечка. Вот. Думаю, будет неплохо. Сначала я думала, что ротик ей желтеньким вышью, чтобы, ну, сочеталась с животиком. Вот. Ну, потом посмотрела, не знаю, как-то желтый рот. Наверное, все-таки черным его нужно вышить. В общем, вот такая вот лягушечка у меня получилась. Это будет очередной мастер-класс. Много игрушек по одной схеме. Ну, это запчасть останется для какой-нибудь следующей игрушечки. Либо, может быть, для другой маленькой жабки. Так. Ну, и это, конечно же, не все, что было связано. Дома у меня, как видите, вяжется получше. Так, сначала, наверное, расскажу про вот этот вот наборчик. Я связала вот эту лягушку, и вчера думаю, надо бы связать куколку. Ну, как надо бы. Я очень давно купила вот этот вот фатин. Купила два вида, как раз вот под ниточки. В принципе, неплохо так подходит. И все, у меня есть желание связать какую-то балеринку. Я, в общем, вчера полдня потратила просто лазив в Инстаграм, искав какие-то мастер-классы, и в Ютубе смотрела. В общем, ничего я не нашла, и хочу попросить вас, может быть, вы вязали каких-то красивых балеринок, либо, может быть, у вас есть мастер-классы, платные, бесплатные. Я бы хотела попросить, чтобы вы мне в комментариях написали авторов, ссылочки, и я пройдусь, посмотрю. Хочу найти, связать красивую балеринку какую-нибудь. Не хочу сама ничего выдумывать, это все долго будет. Я очень часто придираюсь к своим игрушкам, и, в общем, пока я ее свяжу,
пройдет очень много времени. Вот у меня еще рядышком лежит вот такой вот розовенький. И розовый у меня тоже есть, 42-й цвет. Вот. В общем, хочу балеринок связать, но... в общем, не нашла ту, которую мне надо. Которая мне прям бы так запала. Может быть, я просто не там ищу. Вот. В общем, буду ждать ваших комментариев. Надеюсь, вы мне поможете. Так. И хочу показать, я вяжу новую игрушку. Все по этой же схемке. Вот такого вот цвета. Если у вас есть какие-то предположения, можете написать, какую игрушку я буду вязать из такого цвета. Подсказочка. Данная игрушка есть в готовых работах. Девочки уже связали. Ну, наверное, одна или две. Я не знаю, просто кто-то мне в комментариях писал, что можно связать такую игрушку. Вроде как связал уже. И вот в Инстаграм я видела фотографию. Ну так вот. Пока ничего не понятно, но уже вот у меня практически связано тело и осталось связать голову. Ну и потом придумать дополнительные детали. В общем, сейчас я не буду говорить, кого я вяжу. Можете писать свои догадки. Результат увидите в следующем видео. Надеюсь, у меня получится связать красивого зверя. Вот. Кстати, цвет выбирала дочка. Я хотела выбрать розовенький, либо же серый, но дочка сказала, что вот такой вот голубой само то будет. Именно такие они в мультиках. Да, ну хотя я думала, что розовый либо серый. Вот. В общем, вот такими делами я занималась. В общем, решила, если не знаю, что вязать, буду вязать вот таких вот малышей. Ну, хотя вот душа у меня лежит к балеринке. В общем, вот такие вот продвижения. Как видите, за 3 дня я связала больше, чем за предыдущую неделю. Предыдущую неделю у меня связаны только 2 лапки и грива у единорожки. И то там половина гривы уже была. На этом буду заканчивать свой вязовлог. Ждите мастер-класс по собачке. Я его уже отсняла. Нужно будет смонтировать. Вот. Кстати, когда начала показывать, где что вязала, поняла, что у меня не записан хвостик. Вот, мне еще нужно будет связать заново хвостик. Не знаю, как я так вязала, полистала записи, нигде ничего не нашла. Вот такие вот дела. Так что буду ждать от вас ссылочки на балеринок. Даже если они удаляются, ничего, я все равно эти комментарии найду в спаме. Ну, по крайней мере, обычно так бывает. Просто не всегда YouTube разрешает оставлять ссылки, но тем не менее. Пошла монтировать этот ролик, ролик с собачкой, довязывать хвостик и делать все свои дела. Спасибо огромное, что подписываетесь на мой канал. Буду стараться снимать чаще, но, как видите, не совсем у меня это получается. Всем спасибо за просмотр и всем пока.